после этой документалки нам точно нужно уезжать отсюда. Это страшно. И нам страшно, и мы не знаем, что будет после того, как пустят этот фильм. Ты будешь изгоем однозначно. Мне сказал мой друг, имей в виду, что ты можешь остаться без денег, потому что кто-то может прийти и поджечь твой магазин. Мы видели и смерти, и последствия пыток, и какие-то очень героические поступки, которые на таком интуитивном уровне, мне казалось, что бывают только в книгах или в фильмах. Когда приходит принятие неизбежности смерти, и когда ты просто понимаешь, что ты не боишься ее. Что вы представляете, когда слышите «Северный Кавказ»? Это один из самых закрытых регионов России, попасть в реальную жизнь которого, если ты не местный, очень сложно. Еще сложнее выбраться из реальности Северного Кавказа, если ты местный. Но, как оказалось, в одном из самых несвободных регионов есть люди со своим запросом на свободу. Чтобы быть собой и жить так, как хочется, им нужно бороться не только с внешними обстоятельствами и системой, но и с самыми близкими, с собственной семьей, которая часто становится главным препятствием, и с правилами, которые диктуют место, где они родились и прожили всю свою жизнь. Эта история именно о таких людях из 4 республик Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни. Я была несколько недель Вероникой, когда родилась. Вот. Потом я была Ниной, и с бабушкой всегда была Нина, и большая Нина, маленькая Нина. Саад. Опять Нина. Потом Марьям Умукусюм, это уже 6. Марьям Умукусюм, Зайнаб. Это имя, которое использовали для записи в свидетельстве о рождении и, соответственно, потом в паспорте. Это полное имя. Но в чеченской среде оно не используется. У меня есть второе имя, по которому меня знают там. Связано это было с тем, что нужно было согласовать мое имя с русской фамилией, поскольку мой отец русский. И, соответственно, все мое детство прошло под знаком нахождения мест, куда спрятать мое свидетельство о рождении. Ты родилась в Томске? Да. Все мои братья, я и также мой младший сын родились в Тверской области, город Вышний Волочок. В Дагестане оказалась, замуж вышла. Вот. Я же была засватана в 14 лет. Надели кольцо уже, я никуда не денусь. Я приехала на каникулы, это был 2005 год, и был здесь отец, я еще с братом приехала, и отец все быстро решил. В октябре была на свадьба. Насчет 11 класса даже никто не думал. В 15 я познакомилась со своим на тот момент будущим мужем, и через год уже была в Чечне. Ты приезжаешь к своим и такой: а зачем мне кодекс чести самураев? Да это же просто какая-то теория. Вот, пожалуйста, практика. То же самое, только лучше. Да еще и со скидкой. Кстати, на моей свадьбе были учителя моей следующей школы, но они как-то, не знаю, не поняли, что это я. Потому что я потом пошла в школу. Вот. И я помню это время, как я потом забеременела и всем говорила, что у меня гормональная терапия, и я жутко поправилась.
Предполагается, что для невесты и ее родственников это не такой-то уж большой праздник. И вообще радоваться или улыбаться неприлично. На всех фотографиях, там особенно старых, наши невесты стоят с печальным лицом. Девочки молоденькие замуж выходят, и они всю жизнь занимаются тем, что ведут хозяйство. И не помышляют даже о том, что есть какая-то другая жизнь, что, может, они вообще что-то хотели другое делать. Некоторых просто как товар продают. Типа выгодная сделка. Идешь, идешь за него замуж. Все. Никто не спрашивает про твои планы. А я хотела второе образование, я хотела в Москве или там работать где-то. Пофигу. Я часто смеюсь над этим, потому что здесь часто наоборот. Девочки замуж выходят, такие, ну все. А мы такие, поженимся, будем по концертам ездить, ура! В последнее время мы все чаще слышим слова «юридическая помощь», «адвокаты», «суды». Но при этом многие до сих пор не знают, где и как находить юристов. А вообще-то профессиональная юридическая помощь может понадобиться в любой жизненный момент, и не обязательно для этого нарушать какой-то закон. Мы вот в редакции несколько раз обращались за помощью к юрконсультантам. Например, в самом начале, когда мы только пришли на YouTube, мы просили объяснить нам, как работает закон о рекламе, потому что до этого никто из нас вплотную этим вопросом не занимался. Другой раз нам нужно было понять, как правильно запатентовать наш товарный знак в редакции. Если кто-то не знал, он запатентован. Это оказалось не так просто, как мы думали, и довольно долго, с кучей всяких юридических моментов, которые обычный человек просто может не знать или не понять. Короче, разные бывают случаи. И хорошо, что наш диджитал-мир развивается, и теперь юридические услуги могут быть оказаны онлайн. Amulex.ru – сервис, который поможет решить любые юридические проблемы дистанционно и круглосуточно. На сайте все максимально просто и понятно. При первом обращении вам автоматически создается личный кабинет, где вы можете посмотреть статус решения вопроса и переслушать запись разговора с юристом. Но связаться со специалистами из Amulex.ru можно не только на сайте и в приложении, но и в различных мессенджерах и соцсетях. Опытные профессионалы проконсультируют вас по вопросу из любой области права, а еще помогут правильно составить юридические документы, проверят договоры и, если надо, представят ваши интересы в суде. Сейчас на сайте amulex.ru в разделе «Тарифы» действует уникальное предложение – подписка на 3 месяца всего за 1 рубль. Неплохо. Но если вы воспользуетесь промокодом от редакции, к этим 3 месяцам добавится еще 3. Получится целых полгода. Торопитесь. Предложение ограничено. Все подробности ищите по ссылке в описании. Мы находимся в Нальчике, в Доме радио, в большом советском павильоне, где раньше записывались артисты, национальные певцы, глыбы национальной культуры. И я просто пишу кому-то, там, через общих знакомых, говорю: ребята, вам нужно выступать, приходите. Набивается зал. Люди ходят, смотрят и говорят: а мы не знали, что у нас есть такое. В этом смысле я поражаюсь, это какие-то 80-е, что ли, когда люди приходят и чуть ли не полуподпольно начинают вот так вот с таким, как с опаской: а что можно делать? Я говорю: да в чем проблема? Они вообще не знали, что можно просто выступить. Этот проект, портал, он как-то абсолютно на такой полной импровизации, без никакой поддержки. То есть каждый следующий портал он был абсолютно под угрозой срыва. То есть, в остальном площадок у нас в городе вообще никаких нет. Поэтому многие уезжают, поэтому мы хотим тоже Многие, уехать, связанные с искусством, творчеством люди, они уезжают. Поэтому, если смотреть в толпу, таких мало.
последние годы у нас, не знаю, как-то вошло в моду, можно так сказать, быть верующим, топить за все, что можно, там, не одевать там шорты там, или еще что-то опять. То есть могут подойти, и, это что за прическа, это что за вид. И вроде, ну, как бы они говорят, что это не традиционное и не национальное, и не религиозное, как бы. Если там что-то есть, то увидимся лично, пообщаемся, как бы. А все остальные условности прописные мне как-то для меня перестали иметь значение. То есть пусть меня сейчас там ругают и кидают, и называют вероотступником, как каждый день, но ну, вот такова как бы реальность моя. Утром на следующий день после свадьбы мои подружки-невесты должны прийти к жениху и поинтересоваться, все ли в порядке, была ли невеста девственницей. Я понимала, что я сейчас живу здесь, и я не могу ничего изменить. То есть мне нужно подстроиться. Да, я там после свадьбы пошла, коротко подстриглась, покрасила концы в красный цвет, сделала креативную стрижку. Ну, то есть это было под платком. Если бы это было на публике, кто-то, кто видел, ну, был как бы шокирован. Я обнаружила, что я совершенно непригодна для этой жизни. Все то, что я в себе ценила и чем гордилась до этого, ну, там игра на музыкальных инструментах каких-то, попытки, точнее, играть, изучение, там, не знаю, языков, начитанность и так далее. Все это не котируется там. А вот важные вещи, которые я должна была уметь, я их не умела. Какие важные вещи? Испечь хлеб, поддерживать дом в идеальном порядке. Я обнаружила, что я даже не знаю, что такое идеальный порядок. То есть мне никто не говорил, что нужно камушки перед воротами сортировать, чтобы там мусора и мелочи какой-то не было, да? Рабочий класс, 6 разряд. Борис Надеев, слава. Кто вам дал право снимать чужие дворы, а? Так, я и знала, поэтому я не хотела сюда ехать. У меня так получилось, что я очень мало времени в этом селе проводила, потому что я работала. Уезжаю темно, приезжаю темно. То, что это не так, конечно, всегда сопровождало по жизни. Со временем, с возрастом все-таки приходило понимание того, что есть очень много вещей в нашей жизни, которые нужно критически пересмотреть. В Ингушетии общество не готово к тому, чтобы публично могли обсуждаться вопросы насилия против женщин. Детей тоже, потому что мы проводили кампанию насилия по насилию против детей. Оно встречает очень жесткий такой отпор и очень такую реакцию, иногда агрессивную. Ребенку было где-то, может быть, месяца 4-6 старшим, когда это впервые произошло. То есть он ударил меня по лицу. Естественно, куда мне идти? Мне некуда идти. У меня там отца здесь нет. Я маме никогда не говорила. То есть моя ошибка заключалась в том, что я никогда не говорила о насилии. Я же была молодая, мне говорили, что все пройдет. Ну, совсем там тетя, которая жила, да, во дворе, что типа он угомонится, он успокоится. Вот. Дальше больше. Сначала это там удар по лицу, дальше уже такое нормальное рукоприкладство, да. Это были синяки, я замазывала и шла на работу. Я никому об этом не говорила. Нет. И сколько ты так жила? Я жила до 3-й беременности. Женщины часто, которые хотят, допустим, уйти от своих мужей,
они не решаются на этот шаг, потому что они не чувствуют поддержку семьи, допустим. То есть говорят, вышла, вот сиди, домой ты не вернешься. Все. Одна она уехать куда-то или возможности не имеет отдельно жить, или считает, что там, позор, допустим, с позором уйти из семьи. То есть легче умолчать об этом и жить дальше тихонечко и потерпеть. Когда мне приводили такие примеры, что вот там, посмотри там вот на Макку, страдает, она живет, потому что ценности-то у нее ого-го, а у тебя какие ценности? Только ей уходить некуда. У нее нет работы, у нее нет образования, у нее здоровья в 32 года нет, потому что на 5 родила. В доме родителей она не нужна, там женатый брат. Замуж она снова не выйдет, потому что статус разведенной женщины, он достаточно низкий. Поэтому, опять же, мы говорим не о том, что там она героическая женщина, или наоборот. Ей есть что терять. Она станет изгоем, потерявшим детей, и новую жизнь она не построит, скорее всего. Он мне сказал, что он испытывает, то есть ему хорошо, когда он меня бьет. Я поняла, что это болезнь уже, это не закончится. И подруга искала мне квартиру, за неделю я уехала. Я забрала все вещи, я уехала в Махачкалу. Это каждое тяжелое утро, когда ты просыпаешься и понимаешь, что все кончено. И ты должна как-то жить, продолжать. То есть ты засыпаешь и ты просыпаешься в таком состоянии, что, может быть, это просто сон. Но нет. Единственное закон, который имеет силу и какие-то инструменты принуждения, это российский закон. Хотя две другие правовые системы, они тоже здесь существуют. Обычное право и религиозное право, оно тоже де-факто существует. И мы часто видим, что в судах, которые работают, да, в соответствии с законом, но в некоторых случаях, вот то, что мы знаем, это когда мы говорим о делах насилия домашнего, либо когда определяется место жительства детей. Тут очень часто люди начинают вплетать традиции, религиозное право. То есть тут же это суд, вроде российский закон, но они могут там спокойно заявить, что вот дети принадлежат отцу там. Решение об определении места жительства моих детей с отцом. Не со мной, а с их отцом, который имеет, он не отрицает 2 жен на сегодняшний день, он имеет еще детей, близнецов от одной жены, еще одного ребенка от другой жены, а также суд не учитывал, что он не платил алименты, у него алименты 600 тысяч. Сейчас дело по алиментам приостановлено, так как дети находятся с ним. Судья не учитывает никакое из этих доказательств, потому что у него было с самого начала предвзятое ко мне отношение. Значит, во время первого слушания он говорит, я вижу, у меня волосы были чуть смытые. Он говорит, я вижу у вас странный цвет волос, у вас пирсинг в носу, я еще не знаю, где он у вас есть еще. Судья говорит так. Татуировки. То есть вы влияете таким образом на своих детей. Ваш внешний вид на них так влияет. Он мониторил все мои сторис. Он сделал фильм, где вообще все перевернул с ног на голову, представил меня, я не знаю, все аморальный образ жизни. И судья многократно упоминает здесь, что у меня аморальный образ жизни. Вот здесь пишет, значит, в заключении. Из предоставленных фотографий и видеозаписей следует,
что Царетилова Нина Шейховна ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. А откуда вообще это? То есть какие есть нормы и правила поведения многодетной матери? Где они указаны? Они указаны законом? Или, вообще откуда? Значит, суд считает, что дети не должны воспитываться в таких условиях, которые создала и мать Царетилова с учетом сложившихся традиций в Российской Федерации и Республике Дагестан. То есть, а как это вообще? Что это? О чем он говорит? Какие традиции Российской Федерации и Республики Дагестан? Какие? Когда говорят о том, что а как же там законы российские и так далее, да никому не интересно вообще, какие законы. Твоих детей увезут к родственникам. И в республику. Туда, где эти законы не действуют. Не будут там ходить приставы и искать их, или там забирать, или все эти правовые какие-то нормы использовать. Этого просто не случится. И тебе никто не поможет. Как дела? Ой-ой-ой. Таким образом, я хочу дать понять людям, что я имею право жить так, как мне хочется. Я имею на это полное право. Несмотря на то, что я живу в Дагестане. Я живу в Российской Федерации. Здесь есть Конституция Российской Федерации, которой мы должны придерживаться. У нас не исламское государство в Дагестане. Его нет. Чтобы я это соблюдала, чтобы мне это было запрещено. Есть многие ребята, которые публикуют подобные сторис для близких или друзей только. Именно по этой причине. Я не могла предположить, что это может иметь вес какой-то в этом деле, что меня из-за этого могут лишить моих детей. Через 3 месяца после того, как я здесь обосновалась, начала получать там деньги, и как-то все начало устаканиваться, дети были привезены сюда, но вместе с ними приехал муж, который, собственно, начал больше всего терроризировать меня здесь. Он мне говорил, что обольет меня кислотой, если увидит меня с кем-то. Поскольку примеры такие есть, сомневаться не приходилось в том, что это реальная угроза. У меня были такие мысли в голове, что что если он моего сына с балкона выбросит? А что ожидать от этого человека, которого ты не знал? Ты не знал, что он такой? Как ты теперь можешь предсказывать его поступки? Мы приехали, я открыла дверь. Муж спал на большом раскладном диване рядом с сыном. Сын был у стенки, муж у прохода. С краю, точнее. Там еще паркет и половицы очень сильно скрипели. Я подошла и взяла деревянную шпагу, игрушку сына, и стала в сына тыкать, чтобы он проснулся. А он не просыпался. Он все-таки начал просыпаться. И пока меня не было, вышел в туалет. И я увидела полосу света в незакрытой двери в коридоре. Я открыла дверь, он стоит там сонный, оборачивается на меня с огромными глазами. Что ты здесь делаешь? Я сказала: обувайся, и мы бежим. Он не задавал мне вопросов. Он не спросил, куда и почему. После побега выбора не оставалось.
И тут уже не стоял вопрос о том, кто и чем рискует. Увезут ли моих детей, заберут ли их у меня, убьют ли меня. В огне брода нет. Я выкрала своего второго ребенка, и мы начали прятаться. Твой отец сейчас за границей. Ну, у него были проблемы, наверное, с законом некоторые, и он решил таким образом их решить. Он знает, как ты живешь? Ну, возможно, до него что-то доходило. Мы с ним не общаемся уже лет 10 точно. Если бы он вернулся, и если бы он узнал, как бы он отреагировал? Ну, здесь могло бы быть прям радикально настроен. Он мог бы быть вплоть до убийства, возможно. Исследование правовой инициативы как раз говорит о 3 причинах убийств в чести на Северном Кавказе. Одна причина – это вот так называемая там, смыть, исправить, восстановить честь, там, смыть позор и вот все такое. Это только одна из 3 причин, по которым они происходят. Вторая причина – это может быть какие-то экономические причины. Они там что-то не поделили, наследство или что-то еще. Это такие причины. И третья причина – это скрыть преступления, сексуальные преступления в отношении детей в основном, которые в отношении несовершеннолетних. И после того, как люди совершают их, обычно это бывают инцестуальные связи внутри семьи, и для того, чтобы скрыть эти преступления, вот эту жертву этих преступлений могут убить. Это может случиться спонтанно, когда человек такой очень, как это любят говорить, в аффекте, конечно. Вот это было то, что вот в начале года убийство Лизы Могушковой. Девушка оказалась на оперативной съемке, которую проводили при задержании человека, который подозревался в многочисленных в эпизодах шантажа женщин. И вот во время какого-то оперативного мероприятия, когда они задерживали его, на видео оказалась вот эта девушка. И они, оперативники, вместо того, чтобы там закрыть лицо человека, они знают, где они живут, они знают, чем это чревато, и, возможно, даже это и намеренно было сделано, чтобы показать это всей республике. Я не знаю. Фамилия, имя, отчество. Что? Место рождения, место проживания. Вот. Ну и из-за того, что она оказалась на этом видео, ее убили в своей квартире. Несколько ножевых ранений было. Люди просто решают, как семья это сделать, избавиться от человека, который каким-то образом, там, как они считают, навлек на них позор, бесчестие, тем, что как-то своим поведением там, не вписался в принятые вот нормы. Это может всю жизнь продолжаться так, что вот тебя бьют, пока ты не станешь, наверное, достаточно там старой, и уже вы будете доживать свой век. Или это может закончиться вот так, как в семье Мадины, ее большой долей вероятности, что ее убили. Ну, то есть это было такое домашнее насилие, закончившееся убийством. В этом деле все странно. Во-первых, дальше уже после смерти, это вот то, что указывали, что ее похоронили ночью. А другое, это, конечно, то, что мать вдруг стала
выяснять, что же произошло, это тоже редкость. И еще большая редкость – это, конечно, эксгумация. Самая сложная ситуация, когда времени очень мало, и когда решение принято об убийстве. Это самый тяжелый случай, потому что связь с твоими родителями, она остается она очень базовая. И сможешь ли ты до конца поверить, что отец или брат убьет тебя? Сможет ли справиться с этим твоя психика? И это очень большой внутренний конфликт — покидать свою семью или, я не знаю, это громкие, может быть, слова, но покориться судьбе, да? Собственная внутренняя цензура очень сильна. Очень. И осуждение может просто прийти вообще, ты даже не знаешь, откуда оно может прийти, к чему могут люди придраться. Поэтому, конечно, люди боятся. А есть еще темы, которые просто публично обсуждать табу. Меня очень сильно угнетает и напрягает то, что мы не можем просто говорить. Мы же разные. Я тоже из небольшого городка Дагестана. Семья очень и очень религиозная. Мужчин в семье много. Получается, из женщин только я и моя мать. Вот. И все они старше меня, естественно, и поэтому всем нужно было меня воспитать по-своему, каждый воспитывал по-своему. Правда, что в детстве тебе сделали обрезание? Мне было где-то в районе 8 лет. Да. Это была взрослая старая женщина. Я помню унижение. То есть ты на корточках перед неизвестным человеком тебе. И что-то там ножницами старыми, грязными, ржавыми пытаются тебе отрезать. Я, естественно, извивалась как бы. Вот. Но я не понимала, что происходит. Я не понимала. Потом я взрослела, и меня выдали действительно замуж. Он оказался террористом. Потом попытка еще раз меня выдать замуж. В этот момент я поняла, что мне нужно что-то делать. Я искала кучу людей, которые могут, какие-то организации, которые могут помочь вытащить меня отсюда, увезти куда-нибудь, но никто не помог. Я решила как-то по-другому это сделать. Я сделала это, но я не знаю, стоит мне это говорить или нет. Тебе не стоит это никому говорить. Я сделала, и просто все бросила и уехала. Уехала я далеко. После меня закончилась виза, и мне пришлось сюда вернуться. Я здесь, наверное, где-то 2 недели. Прячусь, я не могу вернуться в собственную семью, потому что я не хочу туда возвращаться. Я даже не вспоминаю, как они, что они, чем они занимаются. Вообще не интересно абсолютно. Я пыталась как-то полюбить их, но у меня не получается. Маму люблю, хоть по маме скучаю. Есть шанс, что ты никогда ее не видишь? Да, есть. Как можно обрубить все связи? У тебя же, например, там осталась сестра какая-нибудь, да, любимая, которая тебя поддерживала и понимала в тайне. И она очень за тебя переживает.
бывает такое, что девушка хочет отправить письмо матери. И я вот думаю, что я бы тоже, наверное, хотела. Понимаешь, бывает так, что именно родители спасают. Это редко бывает, но так бывает, что именно благодаря родителям спасаются девушки. Есть такие люди и такие места в Чеченской Республике, где есть свобода. Знаешь, последняя свобода человека, да? Люди делают эту атмосферу. Мы с вами сейчас находимся в Республике Дагестан, в Махачкале, непосредственно практически в центре города. На самом деле я очень часто переезжаю, все это связано с тем, что возникают какие-то проблемы с арендодателями. А часто бывает такое, какие-то претензии именно непосредственно к моим клиентам. И я не люблю выслушивать там, какие страны к тебе люди приходят. Я не понимаю, что они подразумевают под словом «странные». Я говорю, в принципе, а что не так? Но они одеты как-то не так. Прически у них какие-то не такие. И ты сидишь и думаешь, а как должно быть? Они писали непосредственно в Инстаграм о том, что типа, я занимаюсь там, хорошими вещами. У меня раньше вот всегда указывалось на страничке, что там адрес, где я работаю, причем я еще так подробно снимала место, где я работаю, чтобы меня спокойно могли найти. И под постом были комментарии, нужно сжечь это место. В смысле сжечь это место? Себя со стороны вообще слушайте? Давайте так, у нас книги не читают. Фильмы у нас смотрят специфические. Я, например, сама смотрела индийское кино. Русский язык до сих пор для многих является препятствием для получения информации. Для многих людей мира за пределами Чечни нет или за пределами чеченского сообщества в других регионах. Это сейчас прозвучит, наверное, очень грубо, и я не совсем это имею в виду, но это как улететь на планету обезьян. Люди, которые проживали и проживают в Эльбрусе где-нибудь, они намного, так завелось, много туристов, много знакомств. Еще когда не было никакой информации. Да, кругозор шире. Это касается всего. И музыка первая, допустим, попадала сюда из Эльбруса, потому что ее привозили туристы. Это касается всяких таких творческих вещей, искусства. Нам очень повезло. Мы застали хранителя этого очаровательного места у себя в мастерской. Это художник Керим Акизов. Работаешь, Керим? Да, завтра дорисовывать стены. Здесь? Все реанимировать. Нет, там на улице. Флажки. И будет лампы. Может быть, это сподвигнет на то, что кто-нибудь захочет, допустим, учитывая, что управляющая компания собирает с жильцов деньги, то они вправе за эти деньги купить какой-нибудь другой цвет. И вообще принимать в этом какое-то участие. А чем мы отличаемся от жителей Москвы, Нью-Йорка? Вы считаете, что ничем? Отношением к самому себе, да. Там, и все. А так больше, мне кажется, ничем. Все живем крыша, стены, домик как-то обустраиваем, выходим во двор, выгуливаем собак, одинаковых собак. Нет уже там типа специальные на Кавказе кавказских собак, в Москве московских собак. Так ведь?
Когда в Москве видишь эти милые парочки там в метро или где-то, да, там они едут на этих эскалаторах и обнимаются, целуются, и сразу глаз цепляется в плане того, что это непривычная картина. То есть это не то, что ты привык видеть. Да. Здесь это я не считаю это плохим ничем. Вообще просто я имею в виду, что бросается нам лично в глаза, потому что ты не привык это видеть. Моя подруга была из травматического оружия обстреляна на центральной улице в Грозном. Единственное объяснение этому в том, что она шла с распущенными волосами, в юбке до колена. По нашим традициям платок носили только замужние и девушки в трауре. У нас вот был случай, когда известный спортсмен публично показывал и говорил о своей любви там, к своей супруге, и они снимали видео, где они там ходят вместе. И вот это вот тоже, конечно, травля была не шуточная. Я сейчас вас в доску позора Дагестана закину, уроды. Здесь я Анатолий, сейчас челюсть вам снесу. Давай быстро разбежались отсюда, уроды вы. В Дагестане есть, конечно, вот такая, появилась в последние годы такая штука, как такие самонареченные, как я не знаю, поборники морали, у которых есть большой ресурс, это я как бы прежде всего имею в виду, понятно, Хабиба Нурмагомедова, у которого есть огромный ресурс, у которого очень много сторонников, и который решил, что он может диктовать правила и учить все общество жизни и рассказывать, что такое дагестанские традиции, что такое ислам. И фактически как бы он, и даже больше его какие-то сторонники, которые начинают вот продавливать это. Они давят, самое смешное, что они, получается, давят и на власти, когда там какое-нибудь министерство культуры потом извиняется, что оно позволило провести театральную постановку, там поставить. Мне сказал мой друг, когда узнал, что я буду сниматься в фильме, он сказал, что имей в виду, что ты можешь остаться без денег, потому что кто-то может прийти и поджечь твой магазин. У меня есть случаи, когда мы приходили в мой магазин и говорили: ты сеешь разврат просто потому, что мы снимали белье на модели в сторис. У нас в Дагестане пользуется популярностью большой пушап, то есть наполнитель. Даже если это грудь 3-го размера будет, девочки носят с наполнителем, то есть они хотят сделать грудь еще больше. Чтобы, наверное, утереть нос другим женам. Или чтобы он не взял вторую жену, к примеру. Потому что он говорит, типа, вот, у нас там в браке все плохо уже стало, типа, скучно, дети там появились, давай как бы я хочу там вторую жену взять. Многоженство практикуется? Да. До сих пор? Да. Не то, что до сих пор, оно как бы сейчас только и набирает обороты. Но я думаю, в последние 10 лет точно. Если по-правильному, по религии, ты должен соблюдать определенный ряд условий. Твоя вторая, третья, пятая жена не должна быть ущемлена в каких-то финансовых, моральных, других правах перед другой, грубо говоря, женой. Там много своих нюансов. То есть, если по-правильному, ты должен все это соблюдать. Но далеко, наверное, не всегда так на самом деле в реальности. Сейчас я работаю на 2 работах. Одна из них не вызывает вопросов о престиже, и я чувствую себя там нормально. Но с теми деньгами, которые я там получаю,
я вынуждена дополнительно мыть полы. Это означает, что чтобы обеспечить свою семью и какое-то свое будущее, а сейчас у меня нет никакой жизни за пределами этой реальности. Но я ни о чем не жалею. Вообще ни о чем из того, что я рассказала. Но здесь нищая республика. Людей, естественно, очень много, при том, что детей много у людей. И вот люди, у которых есть какие-то средства, но те, кто состоятельны там и могут помочь бедным людям, они помогают. То есть они фондам каким-то передают свои средства. И у нас есть несколько фондов, которые очень активно работают с достаточно большим количеством населения, потому что таких семей много. Если ты приезжаешь в Чечню, тут ни одной поездки не пройдет без упоминания, как минимум, о войне. И о военных действиях вспоминают по-разному, в том числе и так, что, если процитировать, да, мы были ближе друг к другу, мы не делились на классы, мы помогали друг другу, и люди вспоминают это с теплотой. Люди также вспоминают о различных ужасах войны, о потерях, о гибели братьев, сестер, матерей. Но это как, ты знаешь, это как... то есть такие процессы, они не могут происходить без последствий, если об этом не говорить. Если не признавать свою вину и ответственность. А Центральная Россия никогда не признает свою ответственность за это, да? Люди очень сильно травмированы были войной. То есть, когда мне мои знакомые говорят, у меня друг служил в Чечне. Ты же понимаешь, в Чечне служил. Это о чем-то говорит. Прошел Чечню, так вся Чечня прошла Чечню. Это же те же самые люди, которых мы описываем с этой стороны, с российской, как наглухо отбитых. Людей, от которых сложно ожидать, адекватного поведения, еще чего-то. Так вот, Чечня прошла Чечню. Тебе за все это время было страшно? Всегда. Я понимаю, что я не изменю мир, не поменяю ничего. И дело случая, что со мной может случиться, я просто усиливаю, моя работа, она усиливает мои риски личные. Когда люди не говорят тебе о том, что ты подрываешь скрепы, о том, что ты заслан сюда, чтобы разрушать что-то, это на самом деле очень страшно здесь звучит. И у тебя просто, видимо, то ли у страха глаза велики, то ли у тебя, когда ты испуган, не очень адекватное восприятие действительности, ты на самом деле начинаешь очень сильно бояться. Перестаешь спать, какие-то видения могут быть, сны страшные. Но потом на каком-то этапе происходит какое-то, я не знаю, принятие всего этого. И ты вдруг перестаешь бояться всех этих вещей. И я почему-то это связалось как раз с тем временем, когда приходит принятие неизбежности смерти, и когда ты просто понимаешь, что ты не боишься ее. А у вас дома коврик?
для того, чтобы делать намаз. Да, и это самое главное в моей жизни. Потому что Бог, в которого я верю, это справедливость, любовь. Это не про притеснение. Это не про несправедливость. Это совсем про другое. С Дагестаном у меня сложная история личной жизни, да. Большое количество друзей, большое количество моих знакомых людей здесь живут. Они тоже сталкиваются с трудностями. Они меня поддерживают. И просто перечеркнуть все, забыть все, это никогда не получится это. Пусть живут своими правилами, своей жизнью, всем такой жизни. Я пыталась здесь что-то сделать, как-то менять мышление, но не получилось. Я поняла, что это бесполезно. Я считаю, что рано сдаешься. А мне это интересно просто. Я не хочу потратить свою жизнь в попытках победить кого-то, что-то, что до них даже не дойдет. Для них это чуждо. Uncle Chris. Сегодня мы играем последний раз здесь, потому что эту площадку забирают. Дом радио переезжает неизвестно куда, но мне неизвестно. И наша творческая такая площадка утрачивает свою Просто это здание кто-то купил. Да. Все. Самое крутое и свободное ощущение, мне кажется, если ты просто с собой честен и делаешь именно то, что тебе кажется правильным. Даже когда вокруг творится что-то непонятное, если ты ощущаешь себя свободным или идешь к этому, нарушаешь какие-то границы, чтобы почувствовать себя свободным, то да, ты можешь сказать, что ты чувствуешь себя свободным. Свобода не быть привязанной к чужому мнению. Для меня свобода — это возможность принимать решения и нести за них ответственность. Свобода — это возможность осознанно делать мир более безопасным для тех, кто в этом нуждается. Я знаю только, что это самое классное, что может быть у человека. Я даже думаю, что это то, что делает человека человеком. Иначе ты даже не человек.